Что если мумия, найденная в перуанских горах, не подходит ни под один известный науке анатомический тип человека? Томография показала 3 пальца на каждой руке, удлиненный череп без теменного шва и внутренние органы, расположенные иначе, чем у любого из 7 миллиардов живущих людей. Ученые из 12 стран получили данные сканирования и до сих пор не могут договориться даже о том, к какому биологическому классу отнести это существо. Мумию обнаружили в 2016-м в районе Наска, в известняковой пещере на глубине около 3 метров. Местный искатель артефактов по имени Марио Хулио Чинчилья Кристобаль извлек ее вместе с несколькими меньшими образцами и передал исследовательской группе Insider. Именно тогда начались первые странности. Рост существа составлял 168 сантиметров. Тело было покрыто белым порошкообразным веществом. Там позже анализ показал, что это диатомитовая земля, которую в регионе Наска использовали для консервации органических материалов еще 2000 лет назад. Первое сканирование провели в клинике Сан-Луис в Ике. Кожа под порошком сохранилась частично, серовато-бежевого оттенка, без видимых волосяных фолликулов на всей поверхности тела. Рентгенолог Хосе де ла Крус Моррис сделал серию снимков и остановил процедуру через 20 минут. По его словам, он решил, что аппарат неисправен. Снимки показывали скелетную структуру, которая не соответствовала ни одному атласу анатомии в его библиотеке. Ребра существа крепились к грудине иначе, не горизонтально, а под углом 45 градусов вниз, формируя что-то похожее на килеобразный каркас. Именно такую конструкцию имеют грудные клетки крупных птиц. Позвоночник насчитывал 23 позвонка вместо 33 у человека. Шейный отдел состоял всего из 4 позвонков, но каждый из них был значительно крупнее человеческого шейного позвонка. Это объясняло непропорционально длинную шею существа, которую сначала приняли за посмертную деформацию. В феврале 2017-го образец доставили в Мексику, где команда под руководством доктора Хосе де Хейсуса Залса Бенитеса провела компьютерную томографию на аппарате 3-го поколения. Результаты оказались еще более неожиданными. Череп существа не имел теменного шва. Линии сращения, которая у людей закрывается примерно к 25 годам. Вместо этого кость черепа представляла собой единую монолитную структуру толщиной около 8 мм, почти вдвое толще человека. Объем черепной коробки при этом составлял приблизительно 1800 кубических сантиметров, что на 30% превышает средний показатель современного человека. Кисти рук содержали по 3 пальца, каждый из которых имел по 3 фаланги. Большой палец отсутствовал полностью. Пястные кости были удлинены относительно фаланг в пропорции, которая у людей не встречается. Томография показала, что внутри каждого пальца проходил единственный прямой костный стержень без суставных впадин привычной формы, что анатомически означало бы совершенно иной тип хватательного движения. Внутренние органы сохранились в высушенном состоянии. Сердце располагалось по центру грудной клетки, а не смещено влево, как у человека. Печень находилась не в правом подреберье, а занимала почти всю нижнюю часть брюшной полости симметрии. Легкие имели 3 доли с каждой стороны вместо 2 и 3. Почки располагались значительно ниже обычного, на уровне тазовых костей. Радиоуглеродный анализ, проведенный в лаборатории Калифорнийского университета в 2018 дал возраст органических тканей от 1600 до 1800 лет. Это период примерно 3-4 века нашей эры. Время расцвета культуры Наска. Но культура Наска оставила после себя тысячи захоронений, и ни одно из них не содержало ничего похожего на эту анатомию. Параллельно с томографией группа перуанского антрополога Конрадо Виллафуэрте взяла образцы костной ткани из правой бедренной кости и 2 ребер. Анализ плотности показал значение в 1,9 граммов на кубический сантиметр. Для сравнения, средняя плотность человеческой кости составляет 1,3-1,5 граммов на кубический сантиметр. Кости существа были примерно на 40% плотнее человеческих при значительно меньшей толщине стенок. У людей кость состоит из остеонов, цилиндрических единиц диаметром около 200 микрометров, расположенных вдоль оси нагрудника. Структура костной ткани под микроскопом выглядела иначе. В образцах существа остеоны имели диаметр около 80 микрометров и располагались концентрическими слоями без выраженной осевой ориентации. Такая структура встречается у некоторых морских млекопитающих, дельфинов и китов, как адаптация к высокому давлению воды. У сухопутных позвоночных она не описана. Химический состав костей также отличался. Соотношение кальция к фосфору в человеческой кости составляет примерно 2,2 к 1. В образцах существа это соотношение равнялось 1,7 к 1. Ближе к показателям акульего хряща, чем к любой известной кости млекопитающего или рептилии. Стоматолог Денис Стейн из Университета Южной Калифорнии получила слепки челюстей и провела отдельный анализ. Зубов у существа не было вообще.
Ни молочных, ни постоянных, ни следов зубных альвеол в кости. Нижняя и верхняя челюсти представляли собой гладкие дугообразные пластины с утолщенными краями. Тазовые кости поставили отдельную задачу для классификации. Таз существа был узким и вытянутым вертикально, противоположность широкому человеческому тазу, приспособленному к прямохождению. Тейн написала их как функциональные режущие поверхности, сформированные самой костью. Конструкция аналогичная клюву черепахи, но выполнена из плотной костной ткани, а не из рогового вещества. При этом вертлужные впадины, суставные чашки для головок бедренных костей располагались не по бокам таза, как у человека, а были повернуты вперед под углом около 30 градусов. Биомеханик Рауль Эспиноса из Национального автономного университета Мексики рассчитал, что при такой конструкции существо при ходьбе держало бы ноги перед собой, а не под туловищем, как птица или динозавр-терапод, а не как человек или обезьяна. Стопы содержали по 4 пальца без большого пальца. Пяточная кость отсутствовала полностью. Вместо нее подошвенная часть стопы формировалась удлиненными плюсневыми костями, образующими широкую опорную площадку. Эспиноса установил, что такая стопа обеспечивала бы устойчивость при стоянии на твердой поверхности, но была бы совершенно неэффективна для бега, зато идеально подходила бы для лазания по вертикальным поверхностям с опорой на подушечке пальца. Отдельно исследовали шейные позвонки. Каждый из 4 позвонков нес на задней поверхности парные костные выросты длиной около 2 см, структуры которых нет ни у одного известного позвоночного. Нейрохирург Рикардо Миллер предположил, что через эти выросты могли проходить дополнительные нервные пучки к голове, что объясняло бы непропорционально большой объем черепной коробки и потребность в усиленном нейронном соединении между мозгом и телом. Генетический материал из костной ткани удалось извлечь частично. Лаборатория в Барселоне идентифицировала последовательности, соответствующие человеческой митохондриальной ДНК группы А, одной из основных групп коренных народов Южной Америки. Но рядом с этими последовательностями находились участки, которые не совпали ни с одной записью в базе данных GenBank, содержащей геномы более 300 тысяч биологических видов. Данные из барселонской лаборатории разослали в 8 научных учреждений одновременно. Ответы пришли в течение 3 недель, и ни одно из учреждений не дало согласующегося объяснения. Палеонтолог университета Флориды Джонатан Марш написал в своем официальном ответе буквально следующее. Представленные последовательности не соответствуют ни одному известному таксону. Прошу прислать повторный образец для исключения лабораторного загрязнения. Повторный образец отправили. Результат совпал с первым до 94%. Антрополог Национального музея естественной истории в Париже Клод Моро отказался комментировать данные публично, но в частной переписке, опубликованной позднее на одном из исследовательских порталов, написал коллеге: если это не фальсификация, то мы имеем дело с биологической формой, которая развивалась параллельно с Homo sapiens минимум несколько сотен тысяч лет. И при этом не оставила никаких следов в палеонтологической лет. Оба варианта одинаково невозможны. В марте 2018-го группа из 6 независимых рентгенологов и анатомов собралась в Лиме для совместного анализа томографических данных. Встречу организовал перуанский врач Видаль Гомес Кат. Участники провели за снимками 14 часов подряд. По итогам встречи они подписали совместный документ из 3 страниц, в котором констатировали: анатомия образца не является результатом деформации, патологии или посмертного изменения костей. Все наблюдаемые особенности носят системный характер и указывают на иной план строения тела, последовательно реализованный во всех отделах скелета. Этот документ стал первым официальным признанием со стороны группы дипломированных специалистов того факта, что перед ними нечто, не вписывающееся в существующие классификации. Реакция академического сообщества оказалась предсказуемой. Журнал Nature отклонил статью с предварительными результатами без рецензирования, сославшись на недостаточную верифицируемость источника образца. Журнал Science ответил аналогично. Испанский журнал антропологии принял статью к рассмотрению, но затем снял ее с публикации после звонка от одного из членов редакционного совета. Имя звонившего в переписке не называл. Тем временем независимый исследователь и бывший сотрудник Национального института здоровья США Стивен Грир опубликовал собственный анализ данных, в котором утверждал, что существо является представителем внеземной биологии. Эта публикация немедленно стала основным поводом для дискредитации всей темы в массовых изданиях. Любое упоминание мумии из Назка в академической прессе после этого автоматически ставилось в один ряд с теорией Грира, что фактически закрыло возможность серьезного обсуждения в рецензируемых журналах. Перуанское правительство в лице Министерства культуры заявило в июне 2018-го, что образцы являются куклами, сделанными из человеческих и животных костей. Это заявление сделала официальный представитель министерства Луиса Чавес Альварес на пресс-конференции в Лиме. Журналисты попросили ее назвать лабораторию, проводившую экспертизу, подтвердившую версию о куклах. Альварес ответила, что данные экспертизы являются внутренним документом министерства и не подлежат публичному раскрытию. Доктор Рауль Навиа Гонсалес, судебно-медицинский эксперт с 25-летним стажем работы в перуанской прокуратуре, запросил эти данные официально через правовой механизм доступа к информации. Запрос был отклонен дважды. На 3-й раз министерство ответило,
ответила, что документация находится на стадии оформления. Ответ датирован октябрем 2019, через 15 месяцев после первоначального заявления. Независимо от этого конфликта, группа японских специалистов из университета Тохоку получила доступ к цифровым томографическим данным и провела собственный анализ трехмерной модели скелета. Их вывод, опубликованный во внутреннем техническом отчете, который впоследствии попал в открытый доступ, гласил: геометрия скелетных структур согласована и функционально обоснована. Это не монтаж и не артефакт сканирования. Биологическая природа образца не вызывает сомнений. Таксономическая принадлежность не определена. Генетический анализ начался не с одного образца, а с 5, взятых из разных частей тела в разное время разными лабораториями. Это было сделано намеренно, чтобы исключить версию о загрязнении материала. Все 5 образцов дали схожую картину, и именно эта схожесть стала главной проблемой для тех, кто пытался объяснить результаты ошибок. Первый полный геномный анализ провела лаборатория Равена в Сан-Диего в 2018. Итак, если мумия может сбить с толку даже лучших ученых, то зачем оставаться в неведении нам? Узнайте о самых популярных нейросетях на playprofi.com. И не забудьте, что только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токен. Специалисты секвенировали фрагменты ядерной ДНК длиной от 50 до 150 пар оснований. Это стандартная длина для деградировавшего древнего материала. Около 63% полученных последовательностей совпали с геномом человека с точностью выше 90%. Оставшиеся 37% не совпали ни с чем в существующих базах данных. 37%! Это огромная цифра. Для сравнения, геном шимпанзе отличается от человеческого примерно на 1,2%. Геном мыши отличается от человеческого примерно на 15%. 37% неизвестных последовательностей в образце, который при этом содержит узнаваемую человеческую митохондриальную ДНК. Это противоречие, которое не укладывается ни в одну стандартную эволюционную модель. Молекулярный биолог Карлос Иглесиас из Мадридского университета Комплутенсе провел сравнительный анализ неизвестных последовательностей с архивными геномами древних людей. Неандертальцев, денисовцев, человека из Сунгиря. Совпадений не нашлось. Затем он сравнил те же последовательности с геномами 112 видов позвоночных. Результат был нулевым. После этого Иглесиас обратился к базе данных вирусных геномов. На случай, если неизвестные участки являются встроенными вирусными последовательностями, так называемыми эндогенными ретровирусами, которые составляют около 8% человеческого генома. Около 4% неизвестных последовательностей нашли слабые совпадения с древними вирусными вставками. Остальные 33% по-прежнему ни с чем не совпадали. Отдельную проблему создала митохондриальная ДНК. Она относилась к гаплогруппе А, одной из 5 основных митохондриальных гаплогрупп коренного населения Америки. Эта гаплогруппа возникла в Азии и пришла в Америку вместе с первыми переселенцами через Берингов перешеек примерно 15-20 тысяч лет назад. Ее присутствие в образце означало либо то, что существо имело общих предков с коренными американцами по материнской линии, либо то, что образец был каким-то образом контаминирован человеческим материалом, добавить. Но тогда необъяснимо, почему контаминация затронула только митохондриальную ДНК, оставив 37% ядерного генома нетронутыми. Генетик Луиза Пулман из Кембриджа предложила третью версию — гибридизацию. По ее расчетам, если некая неизвестная популяция скрещивалась с предками коренных американцев на протяжении нескольких поколений, теоретически можно получить организм с человеческой митохондриальной линией и частично чужеродным ядерным геномом. Но эта модель требует существования исходной популяции с 37% отличия от человека. Популяции, которая нигде не зафиксирована ни палеонтологически, ни генетически. Попытка датировать ДНК по скорости мутационного накопления дала неожиданный результат. Скорость накопления мутаций в человеческих последовательностях образца соответствовала возрасту в 1500-2000 лет, совпадая с радиоуглеродным датированием. Но скорость накопления мутаций в неизвестных последовательностях была значительно ниже, как если бы эти участки генома практически не изменялись на протяжении очень долгого времени. Иглесиас осторожно оценил возраст этих последовательностей в 100-300 тысяч лет, оговорившись, что метод не калиброван для неизвестного генома и погрешность может быть огромной. Итоговый отчет генетических исследований занял 218 страниц. На последней странице стояло заключение, написанное коллективно 6 специалистами. Происхождение 37% нуклеотидных последовательностей образца установить не представляется возможным при использовании существующих референсных баз данных. Рекомендуется расширенное секвенирование с привлечением специализированных биоинформатических инструментов. Трехмерную модель скелета загрузили в программу биомеханического моделирования, которую обычно используют для анализа походки спортсменов и проектирования протезов. Программа рассчитала распределение нагрузок при различных позах и движениях. Результаты показали, что скелет существа был оптимизирован для вертикального положения тела, но не для ходьбы в человеческом смысле. Центр тяжести при прямостоячей позе располагался значительно выше, чем у человека, примерно на уровне нижней части грудной клетки, а не таза. Это означало, что существо балансировало иначе.
вероятно, с постоянным легким наклоном корпуса вперед. Нейроанатом Франческа Бруно из Болонского университета сосредоточилась на черепе. Внутренняя поверхность черепной коробки несла отпечатки мозговых извилин, стандартная картина для хорошо сохранившихся черепов. Но топография этих отпечатков не совпадала с человеческой. У людей лобные доли занимают переднюю треть черепной коробки и связаны с планированием, речью и социальным поведением. В черепе существа передняя треть была относительно гладкой, зато затылочная и теменная области несли густую сеть глубоких борозд, значительно более разветвленную, чем у человека. Бруно интерпретировала это как указание на гипертрофированное развитие зон, связанных с обработкой сенсорной информации, зрения, слуха, пространственной ориентации, при относительно меньшем развитии речевых и социальных центров. Глазницы черепа имели диаметр около 5 см, почти вдвое больше человеческого. При таком размере глазниц глазные яблоки существа должны были иметь объем около 20 кубических сантиметров каждая, против 6,5 кубических сантиметров у человека. Офтальмолог Такаши Ямамото из Токийского университета рассчитал, что при таком объеме глаза и типичной для позвоночных структуре сетчатки существо воспринимало бы свет в условиях, где человек видел бы полную темноту. Примерно как кошка, но в 8-10 раз эффективнее. Носовая полость отсутствовала в привычном смысле. Вместо парных носовых ходов в центре лицевого черепа располагалось единственное широкое отверстие диаметром около 3 см, уходящее вертикально вверх к основанию черепа. Внутри этого канала томография показала тонкие костные пластины, расположенные горизонтально на расстоянии около 5 мм друг от друга. Структура, напоминающая обонятельные решетки акулы, но выполненная из кости. Зоолог Пабло Ромеро из Университета Буэнос-Айреса предположил, что такая конструкция обеспечивала бы исключительно острое обоняние при минимальном объеме воздуха, проходящего через нос. Ушные отверстия располагались не по бокам черепа, а в его нижней части, почти у основания черепа, за линией нижней челюсти. Слуховые каналы уходили вверх под углом около 60 градусов. Такое расположение органов слуха встречается у некоторых змей и позволяет воспринимать низкочастотные вибрации, передающиеся через твердые поверхности, землю или камень, значительно эффективнее, чем через воздух. Подъязычная кость — небольшая кость в основании языка, единственная кость человеческого тела, не соединенная с другими костями. У существа была значительно крупнее и имела форму широкой подковы с загнутыми вниз концами. У людей подъязычная кость участвует в речеобразовании. Судебные антропологи используют ее для определения случаев удушения, она ломается при сдавливании горла. У существа эта кость по размеру и форме напоминала подъязычную кость кашалота, кита, использующего сложную систему эхолокации. Это совпадение с китовой анатомией стало третьим после структуры костной ткани и расположения органов слуха. Лопатки существа имели непропорционально большую площадь и несли массивные костные гребни для крепления мышц. Механик Эспиноса вернулся к модели и рассчитал, какой объем мускулатуры мог крепиться к этим гребням. Цифра оказалась в 2,5 раза больше объема плечевых мышц среднего человека при том же росте тела. Такая мускулатура была бы избыточной для любой наземной деятельности. Эспиноса написал в своем отчете одну фразу, которую впоследствии цитировали чаще всего. Это тело строилось для среды, которую мы не можем идентифицировать. 4 версии происхождения существа сформировались в научном сообществе к 2019-му, и каждая из них имела серьезные доказательства в свою пользу и столь же серьезные противоречия. Первая версия — искусственная модификация человека. Ряд антропологов, в том числе Хорхе Торрес из Университета Лимы, предположил, что перед ними результат хирургического или ритуального изменения человеческого тела, проведенного при жизни или сразу после смерти. Практика деформации черепа была широко распространена в культуре Наска. Удлиненные черепа встречаются в сотнях захоронений региона. Но деформация черепа достигается тугим бинтованием в младенчестве и меняет только форму, не затрагивая внутреннюю структуру кости. Череп существа не имел швов. Это невозможно получить никаким внешним воздействием. Кроме того, деформация черепа никак не объясняет 3 пальца, иное расположение органов, килеобразную грудную клетку и все остальные анатомические отличия. Торрес признал это противоречие и отозвал свою версию в 2020. Вторая версия — неизвестный вид рода Homo. Палеоантрополог Симона Феррари из Флорентийского университета составила сравнительную таблицу всех известных видов рода Homo от Homo habilis до Homo floresiensis и нанесла на нее анатомические показатели существа. Ни один из 14 известных видов не совпал более чем по 40% параметров. Homo floresiensis, карликовый человек с острова Флорес, открытый в 2003-м, считался самым анатомически необычным представителем рода. Его отличия от современного человека составляют около 20% по ключевым параметрам. Отличия существа из носка превышали этот показатель в 3 раза. Феррари пришла к выводу, что если это и представитель рода Homo, то отделение
отделившийся от общего ствола не менее миллиона лет назад и развивавшийся полностью изолированно. Третья версия – конвергентная эволюция. Биолог Мартина Кох из Берлинского университета имени Гумбольдта предложила модель, в которой существо принадлежит к совершенно иной эволюционной ветви, независимо пришедшей к прямохождению и высокому развитию мозга. Так же, как дельфины, независимо от рыб, пришли к обтекаемой форме тела. Эта версия объясняла бы и 37% чужеродной ДНК и человекоподобную форму тела при принципиально иной анатомии. Проблема состояла в том, что конвергентная эволюция никогда не производила двух независимых линий с настолько схожей внешней формой. Прямоходящих, с крупным мозгом, с манипулятивными конечностями. Случай дельфинов касался только формы тела, но не нейронной архитектуры. Кох сама признала, что ее версия требует допустить степень конвергенции, не имеющую прецедентов в известной биологии. Четвертая версия не публиковалась в рецензируемых журналах, но активно обсуждалась в закрытой переписке между несколькими исследователями, фрагменты которой стали известны позднее. Суть ее состояла в следующем. Существо является представителем популяции, которая сосуществовала с людьми на территории Южной Америки в первые века нашей эры, была достаточно малочисленной, чтобы не оставить массовых следов в палеонтологической летописи, и достаточно изолированной, чтобы не оставить следов в человеческих геномах. Физик и исследователь аномальных явлений Гарри Тернер рассчитал минимальный размер такой популяции, при котором она могла бы существовать без инбридинга на протяжении 1000 лет. Цифра составила около 800. Популяция из 800 существ, живущих параллельно с людьми на территории современного Перу 2000 лет назад, не оставила бы никаких следов только в одном случае, если она целенаправленно их не оставляла. Пещера, где нашли мумию, содержала еще несколько фрагментов. Среди них фрагмент ткани темно-коричневого цвета, сотканной из волокна, идентифицированного как растительное, но не совпавшего ни с одним известным видом растений региона. И небольшой предмет из неизвестного сплава металлов, цилиндр диаметром около 2 см и длиной около 8 с регулярными насечками на поверхности. Металлургический анализ показал состав: 72% меди, 18% олова, 6% висмута и 4% неидентифицированного компонента, не давшего реакции ни на один стандартный реагент. В 2019-м геолог Андрес Флорес провел георадарное сканирование территории в радиусе 500 метров от пещеры. Сканирование выявило 23 аномалии на глубине от 2 до 5 метров. Полости, заполненные материалом с иными физическими свойствами, чем окружающая порода. 7 из них имели размеры, совпадающие с размерами погребальных камер культуры Наска. Остальные 16 были крупнее, от 3 до 8 метров в поперечнике. Перуанское министерство культуры отказало в выдаче разрешения на раскопки. Отказ пришел через 4 дня после подачи заявки. Рекордно быстро для ведомства, которое обычно рассматривает подобные запросы от 2 до 6 месяцев. Официальная причина: территория является объектом охраны и не подлежит исследованию без специального межведомственного согласования. Флорес подал повторную заявку через межведомственный канал. Ответа не последовало в течение 18 месяцев. Тогда же, в 2019-м, стало известно о существовании второго образца, значительно меньшего по размеру. Его высота составляла около 60 сантиметров. Анатомия полностью совпадала с большой мумией: 3 пальца, монолитный череп, килеобразная грудная клетка. Радиоуглеродный анализ дал возраст около 1700 лет. Но главной особенностью малого образца было другое. Томография показала внутри грудной клетки структуру, которую рентгенолог Педро Флорес Гарсия описал как яйцо. Овальный объект размером около 6 на 4 сантиметра с плотной оболочкой и иным содержимым внутри. Объект располагался между высушенными остатками внутренних органов и был окружен тонкими костными пластинами, образующими нечто вроде дополнительной защитной камеры внутри грудной клетки. Структуры, которой у большой мумии не было. Биолог Мартина Кох, получив эти данные, немедленно написала коллегам: если это действительно яйцо внутри тела, мы имеем дело с живородящим или яйцекладущим существом, у которого яйцо вынашивалось внутри грудной полости, а не брюшной. Такого механизма размножения не описано ни у одного позвоночного. В марте 2020-го независимый исследователь Луис Романо получил доступ к архивным записям местного священника из деревни Пальпа, Мигеля Астете, датированным 1873 годом. В записях описывалась история, которую местные жители передавали из поколения в поколение. В горах к юго-востоку от Наска существуют каменные комнаты, где спят те, кто был здесь до людей. Астете записал это как суеверие и добавил собственный комментарий. Индейцы говорят, что эти существа умели разговаривать без слов и видели в темноте, как днем. Координаты каменных комнат в записях не указывались, но направление совпадало с районом, где Флорес зафиксировал 16 крупных подземных аномалий. В августе 2021-го журналист Карлос Мендес опубликовал расследование, в котором утверждал, что как минимум 3 перуанских чиновника Министерства культуры получили неофициальные выплаты от частного фонда, зарегистрированного на британских Виргинских островах, в период между подачей заявки Флореса и отказом в раскопе. Фонд был учрежден за 6 недель
недель до подачи заявки и ликвидирован через 3 месяца после отказа. Установить конечных бенефициаров фонда журналисту не удалось. Тем же летом геолог Флорес провел повторное сканирование, уже без разрешения, используя портативный прибор с соседнего участка земли, формально не входящего в охраняемую зону. Новые данные показали, что одна из 16 крупных аномалий изменила свои характеристики по сравнению с 2019 годом. Плотность заполняющего ее материала уменьшилась, как если бы часть содержимого была извлечена. Флорес сравнил оба скана и установил, что изменение произошло в промежутке между двумя сканированиями, то есть между 2019 и 2021 годами. Именно в тот период, когда территория находилась под усиленной охраной министерства. Сам Флорес не делал публичных выводов из этого наблюдения. В своем отчете он написал только: зафиксировано изменение физических характеристик аномалии номер 7. Причина изменения неизвестна. Требуется непосредственное следственное исследование объекта. То есть разрешение на раскопки не выдано до сих пор. К 2023 году мумию изучили 106 специалистов из 21 страны. Среди них рентгенологи, генетики, палеоантропологи, биомеханики, нейроанатомы, судебно-медицинские эксперты и один специалист по древним металлургическим сплавам. Ни один из них не подписался под заключением, которое давало бы однозначный ответ на вопрос о природе существа. Вопрос, заданный в начале этой истории, звучал так: что это такое? После 7 лет исследований, 5 независимых генетических анализов, 3 томографических сессий на разном оборудовании и 218 страниц генетического отчета, ответ остается прежним: неизвестно. Это не уклончивость, это точная формулировка научного консенсуса. Существо биологически реально. Это подтверждают все, кто работал с образцом непосредственно. Оно не является куклой, муляжом или монтажом. Это подтвердила гистология, томография и химический анализ костной ткани. Оно не является патологически измененным человеком. Это подтвердила системная согласованность всех анатомических отличий. Оно не вписывается ни в один известный таксон. Это подтвердила сравнительная анатомия и генетика. Радиоуглеродное датирование установило возраст тканей от 1600 до 1800 лет. Это значит, что существо жило примерно в 3-4 веке нашей эры, когда на плато Наска создавались знаменитые геоглифы. Огромные рисунки на Земле, видимые только с высоты. Среди этих рисунков есть изображения существ с непропорционально большими головами и длинными тонкими конечностями. Археологи всегда интерпретировали их как стилизованных людей или богов. Никто не проводил сравнения между пропорциями этих фигур и анатомией существа из пещеры. До тех пор, пока художник и исследователь Марко Делла Торре не наложил трехмерную модель скелета на контуры нескольких геоглифов в 2022 году. Совпадение пропорций в 4 из 7 выбранных фигур превысило 85%. Металлический цилиндр из пещеры так и не был идентифицирован. Четвертый компонент сплава, тот, что не дал реакции ни на один стандартный реагент, был отправлен на анализ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в лабораторию Массачусетского технологического института. Лаборатория вернула образец без заключения, сославшись на технические трудности с идентификацией. Это первый подобный случай за 20 лет работы лаборатории с металлическими образцами, по словам одного из сотрудников, пожелавшего остаться анонимным. Малый образец, тот, что содержал внутри грудной клетки структуру, похожую на яйцо, был изъят перуанскими властями в 2020 году как незаконно вывезенный культурный артефакт. С тех пор его местонахождение официально не раскрывалось. Адвокат исследовательской группы подал запрос о местонахождении образца в 2022 году. Ответ Министерства культуры Перу содержал одну фразу: образец находится в государственном хранилище и недоступен для внешних исследований до завершения официальной экспертизы. Срок завершения экспертизы не указан. Большая мумия по-прежнему находится в руках исследовательской группы. Доступ к ней открыт для специалистов, готовых работать с данными публично. За последние 2 года запросов на исследование не поступало ни от университетов, ни от государственных научных институтов. 23 подземные аномалии рядом с пещерой не исследованы. Одна из них изменила свои характеристики между 2 сканированиями при закрытом доступе к территории. Что именно было извлечено или помещено внутрь этой аномалии, неизвестно. Существо из Наска не подходит ни под одну категорию. Не человек, не животное, не фальсификация. Оно жило, умерло и было захоронено на территории, где 2000 лет назад люди рисовали на Земле фигуры, видимые только с неба. И единственное, что известно о нем точно, это то, что кто-то очень не хочет, чтобы рядом с местом его захоронения кто-нибудь копал.